Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Рак. Таро прогноз. Июль 2025. События на пороге. Знаки судьбы. Чего вы не видите? Что, возможно, от вас скрыто? И не обязательно, что кто-то там скрывает, хитроумный план имея, вынашивая, да? Но мы сами можем чего-то не видеть тоже. Вот давайте узнаем, каковы знаки судьбы. У нас сегодня две колоды, и колода 78 дверей, открыты двери или закрыты, принципиальное значение имеет. И каков ключ, как открыть эти двери. И цыганский оракул Сибила. Вот давайте знаки судьбы на оракуле узнаем, что они нам подскажут. И первый, как чего вы не видите. Ну, может быть, мы и в расчет не берем, и внимания на что-то не обращаем. События на пороге – это тоже как знак судьбы, о чем нам расскажут. И события с первых дней месяца. Какая вот палитра событий? Или, возможно, сфера какая-то жизни потребует вашей активности или внимания. И с учетом того, что раз у нас цыганская тема, цыганский оракул, зададим и вопросы соответствующие. Такие самые популярные, что придет, что уйдет. И первая карта. Так что ж придет? Что придет? А что уйдет? А что будет продолжаться? Чем не соблазняться? На что соглашаться? Ну, не упустить, иными словами. И чего опасаться? Быть осторожным. Итак, что же скрыто? Ого, сюрприз. Какой-то улов, причем улов богатый. Вот тут конкретно нам деньги как бы показаны, да, или как сумку выловил, мешок буквально с деньгами. Вот для вас какая-то тема финансов, она может быть очень актуальна. И это чего вы не видите. У кого-то это может быть, кстати, как по работе, по вашему бизнесу, по части прогресса, именно, да, заработать деньги, может быть, используя новые методы, или рассмотреть новое сотрудничество, новое взаимодействие, или вообще какую-то новую тему, раскрыть для себя. Все-таки в сторону денег здесь есть определенный плюс, какие-то положительные моменты. И даже если вы сейчас, вот пока я этого не вижу, но тем не менее как-то будут складываться события в июле, или вы можете прочувствовать. Вы люди интуитивные. Какие-то, значит, подсказки будут, что сейчас как-то выравнивается история по части финансов. Но это то, что требует внимания. Это то, что к нам буквально само идет в руки. И значит, как этим распорядиться? На что потратить? Видимо, тема денег для вас это тема номер раз. И чего вы не видите? Здесь нельзя действовать на эмоциях. На эмоциях мы вообще ничего не видим. И не важно, какого характера эмоции. Мы можем начать кому-то помогать, например, включаться в какой-то вопрос, подписывать, кстати, документы. Давайте вот так откровенно. Ну, мы все разные. Ну и что объединяет один знак зодиака? А здесь у кого-то могут быть на кону важные документы, оформление этих документов или какого-то поручительства. Может быть и наследство. И тут вот вроде в руки идет, а еще надо понять, что с этим делать, каким образом. Или давая кому-то обязательства, поручительство, или беря кредит какой-то, хотя это не совсем улов, но, может быть, вы хотели брать ипотеку и на долгий период времени, к примеру, и прежде у вас что-то не получалось согласовывать, а вот здесь, скорее всего, получится. Ну так и ты ж тоже просчитай. Вот здесь нельзя быть незрячим. Здесь какой-то либо конкретно математический подсчет, либо видеть на пару шагов вперед. Но деньги есть, деньги будут. Хорошо. События на пороге. Опять удача и нам буквально деньги. Но нечего мне тут сказать. Хотя я единственное, что вам скажу. В моих раскладах вот ни разу ни про какую лотерею или про какое-то его величество счастливый случай, когда нам манна падает буквально на голову. Нет, я всегда говорю, будем реалистами, потому что, наверное, я делаю расклады, а я сама реалист, правда, всю жизнь, в каком-то труде. Поэтому, может быть, кому-то и везет, но, тем не менее, вот это именно везет, когда, вдруг тебя получается из нуля, и вдруг у тебя какой-то прибыльный момент наступает. Но все-таки
И я больше склонна к тому, что под лежачий камень вода не течет. Поэтому здесь вы можете себя поблагодарить за то, что что-то сделали очень правильно. Или, в принципе, какая-то тема денег. Она вот действительно просто вот необходима деньгам сейчас уделить какое-то, как и тратам, так и приходу. Или каким образом деньги будут приходить потом. Уран у нас в июле 7 числа в знаке Близнецы. И причем эта траектория на 7 лет. Да, он потом переместится на какое-то время, недолгое, в ноябре до апреля, ну почти до конца апреля 26 года, в знак зодиака Телец, где он был 7 лет до этого. И это будет Уран делать какой-то заключительный аккорд. Отчасти этот Уран влияет не только на знаки зодиака стихии Земли, но и на знаки зодиака стихии воды. Поэтому какие-то заключительные аккорды вы так можете делать осенью и весной, зимой, весной 2026 года. Но, значит, если взять такую более далекую дистанцию, вооружиться подсказками вашего шестого чувства и потом просчитать что-то на бумаге. Тут можно сложить что-то в очень красивый узор. Я одновременно не договорила, если Уран, новые цифровые технологии, новые цифровые как бы системы взаиморасчета, цифровые деньги, электронные как бы, да, деньги, будем говорить. Вот здесь себя к этому нужно тоже адаптировать. Возможно, кто-то из вас пойдет учиться. Давайте узнаем, что же там за события с первых дней месяца. Может быть, есть какая-то услуга или выбор партнеров. Услуга. Вы кому-то оказываете услугу, а кто-то оказывает услугу вам. Но по части вторичного дохода тут может быть что-то интересное. Но мы все разные, и кто-то по этому аркану, может быть, будет искать конкретно, кто-то няню, к примеру, ищет, да, человека, который вам оказывает услугу. Может быть, это вы, мои дорогие, переключите свой бизнес. Раньше это была торговля или, ну, любой вид занятости, к примеру. А теперь вы переключитесь на сферу услуг и будете что-то разрабатывать. У кого-то буквально и так может проиграться. Но опять же, это где-то ты мне, я тебе. Вот чего вы не видите и как знаки судьбы. Ну и понятно, тут не замечтаться, тут скорее всего рационализм, но я бы сказала холодный расчет. Что же придет? А вот какую-то информацию вы можете услышать, обратите внимание. Двойка жезлов, закрыты двери или открыты. Даже двери, если закрыты, для вас ничего невозможного нет. Телепортация какая-то. И я говорила об интуиции. Правда, включайте свою интуицию и доверяйте себе. Ваша задача не только по части денег, а по части, знаете, как отстроить новое качество жизни. Перед вами, правда, такая задача. Ведь Юпитер в вашем знаке зодиака уже с июня месяца, и он вам помогает. Юпитер все расширяет, и поэтому или преувеличивает, и по части денег здесь, правда, может быть, как и решение прежних каких-то вопросов, когда вы не знали, не могли, как с этим провзаимодействовать. Или, мои дорогие, законы не давали. Юпитер – это провластная планета, это все-таки и структура в том числе. Поэтому с учетом уже на июль Урана в Близнецах могут меняться структуры, какие-то общества, может где-то трансформироваться законодательство тоже. Держите руку на пульсе. Вот нечего сказать. И это что придет? Вы явно себя поблагодарите когда-то за то, что послушали подсказки шестого чувства. Или вы можете слышать случайно какую-то новость, пусть это даже как сорока на хвосте принесла, из ниоткуда, сарафанное радио. Но для вас это нужно додумать. Это не значит, что мы верим. Перепроверить. Но вот как подсказка, опять же, вот это телепортация. Это как знак судьбы. Поэтому доверяй, но проверяй, это понятно, любым новостям, событиям, но вполне вероятно, что то, что вы слышите, а потом найдете так вот этот, как словно клубочек начнете раскручивать и найдете подтверждение, а ведь правда, тема интересная. Вот нужно это принять во внимание, потому что явно то, что вы услышите случайно, что придет, это будет продолжиться. Продолжение следует. Что идет? По колесу фортуны это с одной стороны, когда мы ждем, ну вот мы ждем манны с неба, мы ждем в основном
или его величество случая. Но и карта будет говорить, что все же колесо фортуны – это фортуна. И что она говорит, да, у тебя будет какой-то шанс, но это не будет долго. Что-то не будет продолжаться долго. И любая возможность к нам приходит как неожиданность. И колесо фортуны – это карта неожиданностей. Но а на сегодня есть эта возможность, а кто знает, а через 2 часа ее нет. Или через день ее нет. Тут важно что-то ухватить. И я только что об этом говорила, мои дорогие. Тут ведь правда. Вам, может быть, силы небесные, ангелы, Юпитер в вашем знаке. Кто знает, может быть, и Уран даже в Близнецах отчасти вам помогает сломать какой-то шаблон. Или обустроить какое-то дело, разобраться в каком-то вопросе. Или просто вам дают ту возможность, которую нужно увидеть, что же будет продолжаться. Потому что тут это надо ухватить. По пажу жезлов – это новое направление в бизнесе, в делах, в творчестве. По пажу жезлов – жезлы, если мы. Это и по работе какие-то могут быть предложения. Построить карьеру, даже если вы прежде никогда не думали. А вот здесь вы задумайтесь, а что это я на вторых ролях вечно? Что это я тут на побегушках или вечно как-то я всем удобна, или я всем удобен, я всем тут всех понимаю. Ну вот как вселенская благодетель, может быть, это и неплохо. Хорошо, а что для меня? А кто со мной? А как в отношении меня люди откликаются? Время делать какие-то еще и важные выводы. Не просто у вас энергия денег, как знаки судьбы, а правильного расчета. Видимо, может быть, и стоит профильтровать ваше окружение, а может быть, стоит на что-то решиться. Вам решиться на что-то нужно, это точно. Причем это новая какая-то траектория. По пажу жезлов мы этим не занимались. Мы даже не знаем, с какой ноги это начать или как это попробовать. И пажи, они всегда учатся. Поэтому все-таки действительно, ну, наверное, у каждого свое какое-то обучение или, может быть, свой интерес – но имеется в виду, что вы что-то должны детализировать, досконально изучить, потому что следом будет еще какой-то выбор. Давайте узнаем, чем не соблазняться. Ну вот посмотрите, ведь добрая карта, двойка кубков. С одной стороны, это карта эмпатии, это как раз Юпитер в вашем знаке. И это для всех знаков зодиака. 2 двойки. Но раз 2 двойки, вы знаете, вы можете почувствовать, что вот у меня сейчас период достаточно стабильный. Вы можете даже почувствовать, что я устал или устала. Усталость будет, это точно, потому что у вас много деятельных карт. И не обязательно это даже физическая усталость, эмоциональная, интеллектуальная. Может быть, эмоциональное выгорание, какое-то напряжение было в предыдущий период. Ну, вам, видимо, мои дорогие, как в спорте, поднажмик в конце – второе дыхание вы должны сами в себе открыть, потому что не время что-то ставить на паузу. Ведь 2 и 2 сложим 4. 4 – это статика. Может быть, и есть смысл не продолжать какую-то прежнюю историю, а рассмотреть альтернативный вариант. И у кого-то это может быть история любви, а у кого-то это может быть история работы. И тоже тогда вас даже на работе будут удерживать, к примеру, добрые отношения, доверительные, ну, или, знаете, когда окружение, коллектив хороший. И что такое коллектив, к примеру, если финансовая тема пролоббирует? Да, приятно общаться, рад видеть людей, например, но финансы поют романсы, будем говорить. Все-таки финансовую тему нужно решать. Тогда, к примеру, если мы эту 4, ну вот так вот размножим, или вот как дробит уран, он все время все дробит. И была одна работа, будет 2 работы. Хранили деньги в одной валюте, будем хранить в 2 валютах. Вкладывали, инвестировали в одно, а теперь будем инвестировать в 2, в 3, 5, 10. Ну, я для примера, чтобы быть правильно понятым. И что интересно, 2 двойки, в итоге 4. Вот этот вот фундамент, на котором мы можем подзастрять. А вам нужно быть гибче. И вашим, и нашим. Как 2 направления, но явно не в одной точке. Как невозврата вам застрять. И
Вот этим не соблазняйтесь, а соблазн как будто будет, потому что именно держит эмпатия, добрые эмоции. Может быть, мои дорогие, кто-то из вас конкретно пожелает, захочет сделать какой-то красивый подарок, и деньги вроде как будто есть, но какого-то расточительства нет. Скорее, рачительность ваш друг и помощник. Поэтому в тратах будьте аккуратны, даже если некоторые эмоции нашептывают, что вот это нужно сделать, или покупка какая-то, вам тоже может что-то нравиться, вам захочется себя побаловать в рамках разумного. Добрые энергии именно где-то пытаются вам словно замылить глаза. Или усталость какая-то. Ну, значит, нужно как минимум отдохнуть, а все решение важное, или крупные траты, или что-то вот вы тут определяете с чем-то, продумать все-таки стоит. Утро вечера мудренее, может быть и так, буквально. Ну вот на вечер, значит, не принимайте скоропалительных выводов, а если вам что-то предлагают, не отказывайтесь, это точно. Скажите, я подумаю. Возьмите себе, ну, может быть, день, полдня, час один на то, чтобы подумать. Но это вами должно быть как-то переосмыслено. На что же соглашаться? Да, тут какая-то история по части взаимоотношений с надежными людьми. Все же шестерка кубков – это те, которые нас любят. Это буквально у кого-то семья, дети, внуки. Это все то, что вы любите, ваш теплый уютный дом. Или если дома нет, но вы хотите такое отстроить, значит, у вас все получается. Вы понимаете, вы здесь даже... Вот почему, может быть, этот уран дробит. Но вам дается возможность, к примеру, если вы раньше ходили на одну работу, а вот у кого-то может проиграться, я пока по разным причинам одну работу не могу оставить, а вы можете начать какое-то исследовать новое направление или вторичный способ дохода, пусть вы делаете только первые шаги, но для вас тогда зеленый свет, понимаете, мои дорогие? И тогда все равно вот качество жизни, причем и остаться довольным, и остаться в кругу близких, или отстроить, даже если пусть заново, какую-то новую палитру счастья. Хотя тут больше нам говорят о людях, которых вы уже знали. Может быть, это на что соглашаться. Это как вот тут у нас услуга. Так это может быть предложение от тех лиц, которые вы знаете. Или это вы с вашим партнером будете тут что-то такое задумаете новое. Может быть, новое направление в бизнесе. Семейный бизнес. И такое тоже могу допустить. Или какое-то общее дело. Но по шестерке все-таки и это то, что должно быть продолжено. На что соглашаться. Есть те люди, которые к вам относятся искренне. И это, безусловно, следует хранить. Чего опасаться? Но вообще, честно говоря, смотрите, интересный период июля. Тут вас может закрутить калейдоскоп событий буквально с первых дней. И две шестерки – это две победы. Буквально, может быть, вы сможете примириться, договориться, провести какие-то важные разговоры с теми людьми, с которыми прежде, может быть, это вы не видели чего-то. Или вы относились так немножко однобоко к конкретному человеку, а здесь вы получите информацию, и для вас человек откроется с новой стороны. Или с какими-то новыми возможностями. Но все-таки я вижу по взаимоотношению, сотрудничеству, тут есть что стоит продолжать. И если мы говорим, вторая карта – это карта заслуженного успеха. И для того, чтобы вот этот успех пришел, мы с вами об этом говорили, когда смотрели карту колеса фортуны. Это то, что придет, и оно как бы уйдет. Это то, что не останется надолго, мои дорогие. И вот по шестерке мечей – это какой-то пункт, когда мы понимаем, что пришло время отплыть от прежних берегов, начать что-то новое. А вверху паж, который учится, и я об этом говорила. Но нужно быть реалистом, потому что по шестерке мечей это мы и сами идем. Это мы исследуем непознанную землю без карты. У кого-то переезд, поездки. Будьте внимательны. Отправляясь в какие-то поездки, вот это правда. Тут самому себя беречь, это будет важно. Особенно если вы попадаете даже в какую-то обстановку незнакомую, или вы находитесь среди людей другого менталитета. Помните, вы сами себя бережете, и поэтому вот вам, как эта телепортация, показанная на карте, нужно быть и глазами, и ушами одновременно всему происходящему.
и какая-то аналитика. Вам придется много думать, я бы сказала, и анализировать как минимум в начале июля. Явно чему-то вы должны и как будто научиться, обучиться или перестроить свой бизнес, может быть, свой график жизни, свою работу в каком-то новом все равно формате или ключе. Или пусть у кого-то даже не глобально, меняется руководство, меняются какие-то положения на работе. Тогда для вас-то все равно построить карьеру или выйти на авансцену, наконец. Тут есть для вас возможности, понимаете? И карта нам говорит, на начало июля, по крайней мере, они будут. Но вот если мы про колесо фортуны, нам ведь карта не говорит, как долго будет эта возможность. Может быть, у кого-то из вас будет такая возможность, что спросят, ты соглашаешься сейчас или нет? Ответ мне нужен вот буквально сейчас. Но вы можете сказать, дай полчаса мне подумать. Ну, так значит, полчаса нужно с чем-то провзаимодействовать, что-то просчитать. Но все же я тут вижу чего-то и не упустить. Само по себе движение, какой-то драйв вам все карты предлагают. И мы ведь можем отказаться, потому что мы к чему-то привыкли. Здесь нам все понятно. Здесь для нас тоже как-то уже обустроено. Или для нас, ну, более откликается нашей душе. А по шестерке мечей, ведь мечи – это интеллект, это рационализм. Здесь ни разу не про эмпатию, но, видимо, холодные мысли, холодная голова, мои дорогие, для вас будут важны. Как и от чего-то не отказаться, так и чего-то не упустить. И вполне вероятно, много будет, как я сказала, драйва или чего-то такого, что как работа с командировками или новых лиц, например, вот именно первая половина июля. Много новых людей, может быть, будет, и ваших переговоров, разговоров, каких-то контактов. И тут ведь надо разобраться, куда я пойду, не пойду, с кем я буду продолжать эти контакты, а с кем нет. Но ваш успех и ваша фортуна пытается с первых дней июля вам помочь. А вам это нужно увидеть. Перекладывайте на себя. Я хочу вас поблагодарить за вашу помощь, за вашу поддержку, за ваши добрые искренние комментарии. Подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.